В общем, если Екатерина II славилась любовью к мужскому вниманию и в целом была не так плоха, она ведь просто фактически прервала кровную линию Романовых как императоров Российской империи, что и, собственно говоря, мы простить можем, и чего уж там понять ее любовь к Плотскому мы тоже способны, но вот ее предшественницу Анну Иоанновну я готов поливать отходами просто вечно, ибо она представляла из себя именно тот типаж женщины, который я ненавижу больше всего. Наглую, трусливую, обладающую гнилейшим характером и даже не скрывающей свою чудовищную тупость. Современники не просто считали ее злобной идиоткой, именно таковой она и была. 10 лет ее правления Россия запомнит надолго. И знаете, таким мне кажется, что в чем-то она была даже хуже Ельцина, которого мы с вами благополучно пережили. А вообще у русского народа наблюдается нездоровая тенденция терпеть и переживать мерзких гадов, которые раз за разом узурпируют власть. И заметьте, я не говорю про настоящее. В России уже 20 лет светит солнышко и идет золотой век. А вот тогда, да, тогда у нас творилась дичь. И, кстати, о дичи. Анна Иоанновна любила охоту и выпить сверх меры, устраивая при этом пышные празднества, а с ее сволочным характером празднества эти получались еще и жестокими сверх меры. Запад ее осуждал, хоть санкции и не накладывал. А вот и зря, если бы запрещен был въезд в шенгенскую зону князю Голицыну, тот, карлик от рождения, не встретил бы в Италии свою горячую Эсмеральду, не влюбился бы в нее и не женился, не сменил бы веру на католическую. И ладно бы остался в Италии пить сангрию и блудить со своей горячей женой. Он вернулся в Россию. А вот тут ему были не рады. За то, что предал православную веру, его лишили всех званий и назначили шутом. Вот, кроме шуток, бывшему князю Голицыну в те годы уже достаточно пожилому мужчине сплели собственное лукошко и посадили в уголочке, как курочку, высиживать свои яички. А как-то так у императрицы была целая шутовская команда, и довольно часто Анна Иоанновна милостиво разрешала шутам друг с другом драться. Так сказать, устраивала карликовый рестлинг. Представьте, насколько сильно любил бывший князь жизнь, что не вздернулся от этой самой жизни на первом попавшемся канделябре. И здесь стоит пошутить про то, что он просто до него не дотянулся. Не дождавшись от бедного шута решительных действий и решив, что испанка слишком горяча для него, наша сиятельная вседержательница решила добить неудачливого полумужа, сделав того реальным мужем своей самой страшной карлицы Бужениновой. Ой-вей, что это было за событие? Это событие запомнило весь Петербург, и сейчас так не гуляют. Спустив весь бюджет Саратовской области, Анна Иоанновна устроила грандиознейшее шоу своего времени. Она устроила грандиозный маскарад, участниками которого должны были стать представители разных народов, населяющие Российскую империю. Было приказано, цитирую, выбрать в Казанской губернии из татарского, чермесского и чувашского народов каждого по 3 пары, мужеско и женско полы, пополам, и смотреть того, чтобы они собой были не гнусные, и убрать их в наилучшее платье со своими приборы по их обыкновению, и чтобы при мужеском поле были луки и прочее их оружие и музыка, какая у них употребляется. Письма такого типа были отправлены и в другие уголки страны. А вот в Москве, например, приказали найти 8 баб молодых и столько ж мужей их, умеющих плясать, которые с собой были не гнусны. И из пастухов 6 человек, молодых людей, которые бы умели на рожках играть. О, этот маскарад должен был стать этакой насмешкой над католической церковью. Во главе шествия был римский бог Сатурн на колеснице, запряженный оленями. Были там и Бахус верхом на бочке, и сатиры, и Нептун, который бросал в толпу мерзлую рыбу. Жениха и невесту посадили в железную клетку, которая стояла на солоне. Их сопровождали арапы, помощники на верблюдах, ряженые жрецы и купидоны. Еще та грандиозная попойка сопровождала это действо.
И гости пили не столько от веселья, но чтобы согреться, ведь во время проведения мероприятия в Питере стояли морозы до минус 30 градусов. Ну а чтобы новобрачные ни в коем случае не замерзли, в кавычках, им выстроили отличный новый дом, 60 метров в длину и 6 в высоту. Дом, конечно же, был ледяной. Анна Иоанновна собиралась заморозить шутов холодом, но Буженинова не растерялась и смогла таки подкупить охрану, которая позволила пронести теплые вещи. Кстати, первая брачная ночь тоже состоялась, ведь Буженинова понесла и в скорости подарила своему новоиспеченному мужу ребенка. И это был апофеоз всех издевательств над Голицыным, и в скорости все разрешилось уже в его пользу. Умерла императрица, умерла Буженинова. Князю вернули титул, выделили некоторое содержание и отправили во свояси доживать свой век тихой и спокойной жизнью. Ну как вам? Обязательно ставьте лайки, если держали кулачки за Голицына. Ну что поделать, он хоть и князь, но человек исконно русский, вынужденный постоянно терпеть временные трудности. Всем пока!